Мы с Тимофеем в 96-м году организовали группу «Полипы». То есть, это был наш первый опыт. Мы записали первую пластинку с каким-то барабанщиком, который вообще ни ухом, ни рылом, кто мы такие, нам было 18 лет. На месте, в другом городе, в Бобруйске. Мы записали пластинку, и эта группа называлась «Полипы». И то по какой причине, потому что нам в голову не приходило... Как носовые? Даже не носовые, сейчас скажу, какие на самом деле. Мы, конечно, потом отмалчивались. Вот. Просто Тимофей, мы проснулись как-то по дороге, переночевали в Бобруйске, и нас там устроили на ночлег, и днем этого дня мы должны были записываться. Вот и мы когда встали, Тимофей, он носок, он на него ступил босой ногой из кровати встав, и на него прилип полип. То есть носок. Полип. Да, то есть вот что это за полип, мол, ко мне прилип. Так как вот мы решили, почему бы не называться нам группа «Полипы». Концептуально это вообще не подходила ситуация. Мы играли, какой-то такой жиденький, странный рочок, такой, имеющий отношение больше, к тогдашнему русскому року. Да, это были времена, когда мы только пытались там себя найти. Потом «Полипы» состояла из нескольких человек, но потом быстро прекратила свое существование. Началась группа Red Flowers Music, где мы играли тимофеевские песни на английском языке. И она тоже развалилась, мы вернулись к «Полипам», но уже в виде его, меня и на первых порах, и потом добавился виолончелист. Вот это была вся группа. И где-то в конце 90-х, в общем, как это называется, на рубеже 21-го столетия, просто это все пришло в упадок, виолончелист уехал, и группа существовала в таком виде. Дуэта? Не дуэта, а вообще она не существовала. Мы занимались там, что-то надрачивали, пытались какие-то, писали записи, перезаписи, в общем, все это пришло в упадок. На фоне этого образовалась группа «Кассиопея». Вот, в 2001 году. И в 2004, там, когда на массовой этой волне всякого ревайвала, когда много появилось музыки, которая нас, его и меня устраивала, мы собрали группу. Хороший был альбом, но он... И не есть еще? В смысле, и есть для кого-то, просто для кого-то он уже состоялся, во всяком случае, для русскоязычной публики. И многие очень-очень его любят. И там первый раз попытались уйти в сторону лоу-фай, но очень долго сидели над тем, чтобы записать это очень гранжово, очень гаражно, и чтобы звук был не уебищный, какой у обычных, типа звук, такой усредненный звук обычных больших студий на постсоветском пространстве. Объемный и совершенно нейтральный. То есть ничего интересного не дающий, даже девальвирующие песни, потому что таким уже сладким. Поэтому мы проделали, я считаю, колоссальную работу вместе с Валентином Борисевичем, который занимался звукорежиссурой, собственно, проявил себя как продюсер в какой-то степени, как звуковой. Мы с ним сидели, очень долго обсуждали. В общем, мне кажется, получилось на тот момент очень нужный вброс. То бишь, это было своевременно, это многих заставило обратить на нас свое внимание. Но потом мы крайне неудачно презентовали всю свою программу, а Москва такая, там что-то быстренько... Не заметили. Тем более, все-таки белорусским артистам сложнее, чем московским. Малые братья? Не только поэтому, а просто потому что, в Москве тоже достаточно много групп. И группа белорусская, хотя это, возможно, я говорю о ситуации 2009 года, потому что сейчас вообще отношение ко всему несколько поменялось, поэтому...
Ну, тогда было здорово, мы были очень вдохновлены, то бишь это... Ну, сейчас это все звучит как постпанк-хардкор. Вот. Я для себя определения другого не могу дать, потому что ну, звучание, особенно на концертах, слишком плотное, там слишком слишком мало места одиночеству. Там очень... Ну, то есть одиночество есть, но оно как будто тебя еще засунули в телевизор с белым шумом, который ничего не покажет, такой все время. Вот. А в постпанке все-таки очень много, во-первых, очень мало агрессивной ритм-секции, хотя сейчас есть и такие группы в Англии, там, например, этот, как его, Murder Capital, знаешь? Murder Capital. Знаешь, Murder Capital, извините. Вот. Ну вот они что-то по стилистике похоже исполняют. То есть достаточно акцентированный, похож больше на какой-то гранж, чем на танцевальный постпанк. Ну, у вас тоже элементы как-то, я бы сказал, даже в сторону пост-рока, как-то, ну и Pixies, и все это вот как-то Да, такие текстуры такие. Ну да, но дело в том, что мы себя никак не обозначали. Однажды мы себя для смеху обозначили постпанком, сначала инди-роком, потом постпанком. Потому что это было в 2006 году. Меньше Меньше лейблов, тагов было в том. Ну, это раз, а во-вторых, ну, легко было объяснять, что это такое. А вот постпанк играет. Постпанка мало было на тот момент в Минске. И вот, играет, интересная группа, играет постпанк. И пошли. Но у нас всегда был смешанный стиль. А вы когда-нибудь играли где-то подальше еще? Ну, на Запад или где? На Урале. На Урале. На Урале, в Польше мы уже неоднократно... От Чехии там. До Чехии мы пока не добрались. В Украину мы как бы ездили. Можно еще, потому что страна большая. Ну, большую часть самых ключевых украинских городов мы уже посетили, и нам там нравится. И... American Tour? Я бы с удовольствием. Но пока не то чтобы не предлагают, а там же достаточно сильно все равно сообщество эмигрантское. Даже если ничего не помнят, они, мне кажется, очень люди, которые чувствуют себя причастными все равно к России, и многим это идет вообще во вред. Потому что многие из них как... Можно я пример приведу? Такой быстренький. То есть, вот мы играли в Эстонии, в городе Нарва. И в городе Нарва это самый русский город эстонский. Там оттуда все бандиты какие-то эстонские. И вот люди, которые пришли на концерт, такое не видел вообще, люди ходят. Они ходят, они все гоняют как будто бы за Россию, но туда при этом не едут. Хотя им можно через реку перейти, а они уже окажутся в своей любимой России, в которой они могут там махать флагами, пить водку, там, с медведями обниматься, что угодно могут делать. Но они этого почему-то не делают, а хотят быть типа русскими в европейской Эстонии. И они ходят на кожанах, а это, 2015, по-моему, был год. Типа в кожанах, такие мужицкие фигни, такие. Ко мне один подходит, во время концерта, говорит, хватит уже хуйню всякую петь. Пой, типа, всякое достойное, спой что-нибудь достойное. Имеется в виду? Ну, я так понимаю, что купола на груди наколоты, например, или что-нибудь нет, там, блатные из рока, то рок бы тоже подошел как раз ДДТ вполне, я думаю. И что думаешь ли ты о польской публике вообще? Отличная публика, супер, как всегда, когда ты приезжаешь в страну и тебя принимают с самого первого раза очень хорошо, что ты можешь о такой публике думать, только радоваться тому, что она вообще существует. Замечательная польская публика. Мы бы хотели здесь играть до тех пор, пока не соберем стадион. Я пою только по-русски. Это принципиально с какой точки зрения для меня? Ни с какой. Потому что я умею думать только по-русски. И в этом, поймите меня правильно, это не политическая, не социальная, не культурологическая позиция. Просто так вышло, что пока я не освоил ни одного языка,
И Ну, как бы лучше всего выразить свои мысли. Так? Но да, лучше всего выразить свои мысли так. И более того, есть возможность, что когда ты поешь на другом языке, которого все равно основная песенная структура несколько иначе там развивается, то можно использовать то, ну, просто брать и использовать вещи, которые уже были использованы в английской, скажем, музыке, потому что они с другим языком могут приобрести совершенно неожиданное и нужное звучание. Вот. Если это при том, при всем, если ты еще говоришь сознательно вынутыми из головы образами, которые ты понимаешь, что это не просто для того, чтобы это прозвучало похоже на слово «Аллах». Okay. То бишь, чтобы в этом не было чисто фонетика, которая подходит, а именно описательную. Чтобы в этом было внятное текстовое послание. Еще ко всему. Просто я могу себе представить, сколько времени, даже если я волшебным образом выучу язык, сколько времени я буду учиться петь, учить петь себя. Фонетически? Да, фонетически, чтобы это из Советского Союза выходцы, очень многие, которые я люблю, люди, Виктор Цой, или Илья Лагутенко из «Мумий-тролля», которых, в общем, мы все любят, их песни на русском нравятся. Внезапно вот в английском, да, стали звучать вообще как параша какая-то. Ну просто это что еще такое? При этом я преимущественно слушаю англоязычную музыку. Люблю парочку французских групп. Например? Ну, Noir Désir я очень люблю. Вот. Ну, Grand Blanc есть такая еще, знаешь? Grand Blanc, Noir Désir. Очень сложно, навіть невозможно найти какие-либо статьи или интервью о вас на английском. Не знаешь почему? Понятия не имею. Ну, никто не задавался вопросом о том, что это вообще гипотетически может быть кому-то интересно. Возможно, так произошло. Да и, собственно, просто предложений не было. Мне кажется, вопрос, предложение. Кто-то говорит: ребят, давайте я вам так сделаю. Для того, чтобы мало того перевести, нужно публиковать где-то. И чтобы эта овчинка стоила выделки, как говорится. Ну, то есть человек постарался, перевел интервью, а отправили это в какой-нибудь поносный листок, ресурс какой-то, где там до сих пор земля у кого-нибудь плоская, знаешь. И никакого, и то, что он это переводил, ты подписался под этим, так это, знаешь, как бы псу под хвост работа. Надеемся, что его интервью здесь поможет с этим. Он просто стал весь, сам альбом весь похож, он и есть гулкий. В этом смысле гул характеризуется, как физическое явление. Гул, который нарастает. Гул, который, он может быть интересен, но он все равно с каждой секундой его нарастания тебя наполняет все более и более тревожное состояние. Если ты, конечно, не знаешь, чем этот гул вызван, например. Но речь шла именно о гуле как о неком звуковом протуберанце. Еще раз. Звуковой протуберанец, знаешь, от солнца эти... Вот. О некоем состоянии, когда каждая клеточка человека в результате его психического и физического восприятия звуковой волны, внутри которого он оказался, вибрирует, собственно. Что, в общем, связано и с движением нейросетей, и с так называемым сознанием. Примерно так. Отлично. Спасибо большое за интервью. Спасибо. Спасибо.